Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и здесь только обзоры одним кадром, и еще иногда стримы, подробные, разумеется, обзоры. И сегодня мы с вами будем тестировать смартфон под неймингом Xiaomi Poco X6. Что это такое? Это смарт с максимальным разрешением на основном модуле 4К 30 FPS. Сейчас я снимаю на него. Вы видите, что селфи-палка у нас жесткая, камера в лифте дышит. И напоминаю, что подобного рода тестов у меня на канале почти, наверное, даже может уже больше 50 штук. Как на смартфоны среднего ценового сегмента, так и низкого ценового, так и, разумеется, на флагманы, камерафоны и что-то подобное. Если говорить про лифт сразу, здесь все относительно плохо работает. И есть то, что работает ужасно. Это Poco M6 Pro. Напишите, кстати, интересен ли вам обзор на него. Если говорить про этот смартфон, разумеется, не забудьте подписаться на канал с колоколом, на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи, мой личный телеграм-канал и еще и YouTube канал Польза Стримы. Мы на Польза Стримы как раз гоняли этот смартфон. Единственный минус, и ему повезло-не повезло, то что свет рассеянный и уже где-то дня 4 нет лютого солнца, от которого камера ловит пересветы. Но опять же, ввиду того, что камеры данного смартфона звезд с неба не хватают никаких, и еще и в 4К 30 FPS, то в принципе этого вас будет достаточно. По большому счету, что бы вам ни рассказывали про модули камер, ну, Poco не особо заморачивается, уже как несколько лет оно запихивает одно и то же, и мы об этом не будем особо говорить. Почему? Потому что конечному пользователю, в том числе и мне и вам, главное, какая картинка будет в итоге. Вот если в идеальных условиях, то есть здесь у нас ни теней, как вы видите, ничего такого, то смарт нормально отрабатывает по основному модулю. Вот сейчас я вижу это в зеркальце. Если нет, то там уже другая история. Опять же, исходников в моей личной телеге много, как по фото, так и по видео. И, разумеется, не камерафон, разумеется, с него требовать особо много нельзя, с одной стороны. С другой стороны, почему бы с него чуть-чуть не потребовать. Так что переходим к обзору, собственно. У нас зарядка на 67 Вт в комплекте также силиконовый чехол серого цвета. И, разумеется, кабель, скрепка для изъятия лотка, сам смартфон, макулатура. Что из этого всего интересно? Интересно то, что силиконовый чехол серый идет как в Poco M6 Pro, так и в Poco M6 и в Poco X6 Pro. Если говорить про ценник, низший его ценник в рублевом эквиваленте был самый низкий, правильно говорят, один день 19200, были бы подписаны на мою телегу, знали бы и купили бы вполне возможно этот девайс. А в обычные дни 20-21 во время распродажи, ну и потом ждите сейлов, как говорится. И хотя сейл кончился, да здравствует сейл, потому что с 1 февраля у нас опять распродажи, и вполне возможно ценник будет опять 1020, потому что они пытались Poco продать до того, как начались продажи Xiaomi на 5000 рублей дороже практически тех же моделей, и в общем не успели. И в итоге во время распродажи Xiaomi была распродажа Poco, Smart сейчас, как вы видите, подфризивает. Что у него со съемкой, я не знаю. Почему? Потому что, смотрите, если говорить про конкретно этот девайс, вот 4К 30 FPS, вполне возможно, вы уже будете видеть съемку адекватную, нормальную, приятную и все остальное. Вот, но то, что вижу я на экране смартфона, это не всегда радует. Так возвращаемся к нашим, как говорится, баранам. Если говорить про ценник, танцуем от 20 тысяч. Что такое 20 тысяч? Это $200. Когда-то это было 15 тысяч рублей по 75 курс, когда-то был 10 тысяч рублей. То есть, если бы все было великолепно и каким-то великолепным летом вы бы начали покупать не в этом году, то он бы 1012 стоил, и ощущение было бы от него другое. Сейчас мы будем с него спрашивать за 20 тысяч. Плюсы в чем? Далеко за 1000 люксов у него яркость, притом она не сильно прыгает. В M6 Pro, кстати, вообще не прыгала, а в X6 Pro автояркость при выгрузке в максималку прямо конкретным образом падала, наоборот, вниз. Все из-за процессора. Почему? Потому что у нас здесь Snapdragon 7S Gen 2, ему это по большому счету то же самое, что шестерочка Gen 1 по мощности и по остальным прелестям, но новый. В общем, кому важно архитектура, можете посмотреть архитектуру, но самое важное для меня лично это то, что он показывает в тротлинг-тесте 600 с лишним, в антутовском тесте 600 с лишним тысяч баллов, и это хорошо.
Если говорить про его отношения с играми, там все тоже неплохо. Можете посмотреть на, опять же, польза стримы. Мы там его долго и упорно гоняли. И по мне он показал себя прям максимально достойно. Почему я на этом не особо останавливаюсь? Потому что он не сбрасывал яркость, как Poco X6 Pro, до 300 люксов во время игры. А все остальное, там, что он может, не может, какие FPS показывать, на каких настройках. В Genshin можно играть на минималочках свободно, даже чуть-чуть выше. В PUBG New State можно играть, выставляя 90 FPS, пусть даже его не всегда видя. И относительно того, что дает девайс за $200, он прям по мне великолепен. Если говорить про его фото и видео возможности, возвращаясь сразу вот к этим сенсорам, я специально сравнивал Poco X6 Pro с Poco F3 в обзоре, и кто-то увидел победу Poco F3, кто-то победу Poco X6 Pro. Мы помним, да, что разница между этими смартфонами не 1 год, а конкретно, спойлер, больше 2 лет, по-моему, даже 3. И сейчас вот, кстати, эти подвисалово я могу предположить по той причине, что у меня смартфон разряжен до 12%, но... Опять же, это его проблема. Никто вам не говорит, что если у вас смартфон будет разряжаться, понятно, когда у тебя 5%, но когда больше 10%, никаких экономных режимов у меня не включено. Вот теперь знайте, скажите, что еще нечестно. Повторяюсь, что мне на основном канале обзоры специально для того, чтобы те, кто интересуется, могли посмотреть, как работают камеры, услышать мое мнение, услышать, как работают микрофоны с голосом, для примера. Разумеется, здесь никаких каких-то особых фишек нету по камерам, но мне нравится, что фронталка здесь, во-первых, довольно маленьких размеров, а во-вторых, 1080p 60 fps очень даже качественные. Хотя сейчас, повторяюсь, вы видите основной модуль, в отличие от Samsung, мы перепрыгивать на другие модули не можем. Если говорить про альтернативы сразу этого устройства, хотя я говорю, там IPS, 800 люксов у него максималка, пик далеко за 1000. У нас, по-моему, вообще 2000 получилось из него выжить. И при том, что он их не сбрасывал. Из альтернатив только iQOO Z8S, точнее Z8 за 19 где-то, или Z8S, который будет выбивать совсем немного за 14. И там будут проблемы с бендами. Там будет проблема, вполне возможно, с агрегацией частот. Но там будет IPS-экран с нулевым шимом. В IPS-ках шима нет. Здесь у нас шим не космический, в отличие от M6 Pro. В M6 Pro почему-то он как-то под 20-ник у меня подлетать начал. Самая прелесть этого смартфона X6, по мне, это то, что вот этот рандомный датчик приближения ультразвуковой в X6 Pro работал у меня убого, в M6 Pro работал то хорошо, то плохо, а в X6 он у меня изначально работал хорошо. Но, к слову, про X6 хочу отметить, что у других блогеров он глючил. И вполне возможно это из-за прошивки, потому что большинство делало на рендерах. Рендер — это когда смартфоны посылают производители, вполне возможно они их первично проверяют. У меня купленный смарт, и может быть уже к моменту того, как это дело все допилилось с прошивками, он начал работать лучше. Опять же, это нельзя сказать про Poco X6 Pro и про Poco M6 Pro. Там все стало в X6 Pro хуже, в M6 Pro с переменным успехом. У меня. У всех может быть другие истории. Если говорить про какие-то фишки, у него нет защиты от влаги, у него есть мини-джек, у него есть инфракрасный порт, у него Type-C-шник, разумеется, USB версии 2.0. За 55 минут он у меня заряжался полностью. Притом, если говорить про M6 Pro, то там почему-то история вообще, он за 55 минут у меня только на 50% заряжался, тоже рандом. По поводу экрана, не зенит, не особо зеленил, синил, не попадались мне экраны вот с этим отливом, как народ говорит, что вот что-то желтое, еще что-то, потому что в M6 Pro особенно про эти проблемы расписывают, что у кого-то чем-то отливает под углом. У меня не отливало. Про эргономику, он удобный. Про G, он 5G, то есть если у нас Poco M6 Pro за 15, это 20, у нас идет версия 4G, есть 5G отдельно для Индии, то здесь у нас сразу идет Poco версия 5G. Это не копипаст какого-то Redmi, это скорее копипаст. Ну да, это Redmi Note копипаст. Копия, только дешевле. Не помню уже нейминга. Во всяком случае, я все эти Redmi Note купил, все 5 моделей, которые глобальной версии вышли, они оверпрайснуты, но у них сенсоры посерьезнее. Вот по большому счету и все. Все, девайсу от меня однозначная